Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку «Иван-царевич и серый волк». Жил-был царь Берендей. У него было 3 сына. Младшего звали Иваном, и был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут усветить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. Старший сын говорит: сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитителя. Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечера, никого не уследил, припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: ну-ка, не обрадуешь ли меня, не видал ли ты похитителя? Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видел никого. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задалит, он росой травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет, светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар-птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитителя? Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитителя память вам принес. Это, батюшка, жар-птица. Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: дорогие мои дети, седлали бы своих добрых коней, поездили бы по белу свету, место познавали. Не напали где бы, может быть, на жар-птицу. Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич долго ли коротко, день был летний, приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет, пошел его искать. Ходил и нашел своего коня, одни косточки обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти-то в такую даль? Ну что же, думает, взялся, делать нечего, и пошел пеший. Шел, устал до смерточки, сел на мягкую траву и пригорюнился. Сидит, откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил? Как же мне печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня. Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал? Куда путь держишь? Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу. Фу-фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня я твоего съел, буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче. Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал.
Синяя лиса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк говорит: слушай меня, Иван-царевич, запоминай, перелезай через стену, не бойся, час удачный, все сторожа спят. Увидишь на тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми за пазуху, положи, да смотри, клетку не трогай. Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его разгорелось: ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять? И забыл, что волк ему наказывал. Только он дотронулся до клетки, пошел по крепости звук, трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: чей ты, откуда? Я царя Берендея, сын Иван-царевич. Ай, срам какой! Царский сын, да пошел воровать! А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? А ты бы пришел ко мне, по совести попросил. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый, приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой. Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему: я же тебе говорил, не шевели клетку, почему не слушал мой наказ? Ну прости же ты меня, прости, серый волк. Кто-то прости, ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не идешь. Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли? Добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый. Полезай, Иван-царевич, через стену. Сторожа спят, иди на конюшню, бери коня. Да смотри, уздечку не трогай. Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку, она золотая, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. Чей ты, откуда? Я Иван-царевич. Эка, за какие глупости взялся коня воровать? Ну это простой муж не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если служишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена прекрасная, похити ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой. Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. Говорил тебе я, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа. Ну прости же меня, прости, серый волк. То-то прости, да уж ладно, садись мне на спину. Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена, прекрасная, с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: в этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем дорогой, я тебя скоро нагоню. Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену, да в сад. Залез за куст, и глядит, Елена прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла-гуляла и только приотстала от мамушек-нянюшек. Серый волк ухватил Елену прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогою, вдруг настигает его серый волк. На нем сидит Елена прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: садись на меня скорей. Как бы за нами погони не было. Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой прекрасной обратной дорогой.
Синие леса мимо глаз пропускает, реки озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает, что Иван-царевич примолк, пригорюнился. Да как же мне, серый волк, не печалиться, как расстанусь с такой красотой, как Елену Прекрасную на коня буду менять. Серый волк отвечает, не разлучу я тебя с такой красотой, спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю. Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту, получай златогривого коня с уздечкой. Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогою. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день. До вечера, а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней в кровать, глядит, волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился к кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает, о чем задумался Иван-царевич, как же мне не думать, жалко расставаться с таким сокровищем конем златогривым, менять его на жар-птицу, не печалься, я тебе помогу. Вот доезжают они до царя Афрона, волк и говорит, этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону. Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался, отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дороги в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе одаренного коня, только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху, где стоял, там упал, а серый волк пустился на утек и скоро догнал Ивана-царевича. «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя». Иван-царевич слез с коня, 3 раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка, а тот говорит, «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь». Иван-царевич думает, как же ты мне пригодишься, ведь желания мои исполнены, сел на златогривого коня, и опять они поехали с Еленой Прекрасной жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополдневать. Да было у него с собой немного хлебушка, ну и они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят у Ивана-царевича, все добыто. Вот они и сговорились, давай убьем брата, добыча вся будет наша. Решили и убили Ивана-царевича, сели за златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. Дома не сказывай ничего. Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают, откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил вороня с вороненком. Прилети, ворон, за живой мертвой водой, принесешь мне живой мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка. Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул живой водой, Иван-царевич ожил. Ох, крепко же я спал, крепко ты спал, говорит серый волк. Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили, всю добычу твою увезли, садись на меня скорей. Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут и серый волк растерзал и в клочья по полю разметал. Иван-царевич подклонился сибиревому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой,
На коне златогривом привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту Елену прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился, а Иван-царевич женился на Елене прекрасной. И стали они жить-поживать, да боли не знать. Вот и сказки конец. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.